На протяжении тысячелетий человечество изучало окружающий мир и искало пути к самопознанию. С древних времен люди замечали особые свойства зеркальных поверхностей, их связь между реальным и потусторонним миром. В разные эпохи им придавали мистическое значение, рассматривая их как окна в иные миры и средства познания себя. Исследователи заметили, что отражающие поверхности можно использовать как инструменты для гармонизации здоровья. Ученые с помощью приборов фиксируют их влияние на эмоциональное состояние и уровень энергии. Зеркала Козырева сочетают в себе опыт предшественников и современные технологии. Компания «Циот Сфера» с 2010 года производит биоинформационные гармонизаторы, основанные на принципах, разработанных советскими учеными Козыревым и Казначеевым. Эти устройства созданы Виталием Правдивцевым, который посвятил более 30 лет их исследованию. Правдивцев Виталий Леонидович, кандидат технических наук в области искусственного интеллекта, военный кибернетик, полковник запаса Центрального аппарата ракетно-космической обороны, разработчик сверхсложных космических систем, автор-разработчик биоинформационных гармонизаторов на основе исследований Козырева и Казначеева, научный руководитель ЦИОТ «Сфера». Зеркала нередко можно использовать для разных целей. Слишком яркий образ, и он не дает сосредоточиться. Он не исчезает, он сохраняется там. Информация неуничтожима, ее количество во Вселенной только растет. Конец 80-х годов. Еще когда я работал над диссертацией, она связана была с моделированием деятельности человеческого мозга в определенных ситуациях, в частности в условиях неопределенности, я столкнулся с очень интересными особенностями человеческого мозга. И я постарался более плотно заняться вопросами сознания, психологии и других близких тематик. В начале 90-х годов я познакомился с академиком Казначеевым Влаиль Петровичем. Влаиль Петрович Казначеев – российский ученый в области медицины, биофизики, экологии, социологии и педагогики. Академик РАМН Иран, доктор медицинских наук и профессор. Родился 17 июля 1924 года в Томске в семье служащих. После участия в Великой Отечественной войне, где он получил тяжелое ранение, Казначеев поступил на лечебный факультет Новосибирского государственного медицинского института. Влаиль Петрович стал организатором фундаментальной медицинской науки в Сибири и на востоке страны. Он инициировал создание сибирского отделения Российской академии медицинских наук. В 1973 году ученый открыл явление межклеточных дистантных электромагнитных взаимодействий в системе двухтканевых структур. Вместе с коллегами академик создал спирально-цилиндрическую конструкцию из алюминиевого сплава, известную как зеркала Козырева. Он изучал влияние отражающих зеркальных поверхностей на человека и разработал идеи о возможности использования этих зеркал для концентрирования и отражения тонких энергий, что могло улучшать биологические показатели и раскрывать психофизиологические резервы испытуемых. Опыты по сверхчувственному восприятию, направленные на изучение эффекта зеркала Козырева, начали проводиться в 90-х годах прошлого века. Влаиль Петрович умер 13 октября 2014 года. Конструкции, которые он изобрел и испытывал, теперь называются зеркала Козырева-Казначеева. Он мне рассказал о интересных исследованиях, которые проводил наш советский астрофизик Николай Александрович Козырев. Николай Александрович Козырев – советский астроном, астрофизик, доктор физико-математических наук. Родился 2 сентября 1908 года в Санкт-Петербурге в семье горного инженера. В 1928 году окончил астрономическое отделение Ленинградского университета и был принят аспирантом в Главную астрономическую обсерваторию СССР в Пулково. К середине 1930-х годов Николай Козырев уже преподавал в нескольких учебных заведениях Ленинграда. Козырев известен своими научными работами в области физики звезд, исследованиях планет и Луны. В 1934 году он разработал теорию протяженных атмосфер звезд, которая получила название теории Козырева-Чандрасекара.
Козырев заложил основы принципиально новой науки – теории физических свойств времени, или, как назвал ее он сам, причинной или несимметричной механики. Более 40 лет ученый посвятил разработке этой науки. Он проделал огромную теоретическую и экспериментальную работу, которую дополнил циклом астрономических наблюдений. Козырева интересовали вопросы отражения и поглощения тонких энергий различными материалами. В результате экспериментов он пришел к выводу, что наилучшими отражающими возможностями для такого рода энергий являются алюминиевые сплавы. Николай Александрович не успел завершить построение своей теории. Он умер 27 февраля 1983 года. Но его труды стали основой для работы других ученых. Козырев занимался вопросами времени, вопросами тонких энергий и вопросами отражающих поверхностей. Николай Александрович умер в 1983 году. Академик Казначеев продолжил работы Козырева. Он организовал в свое время Институт экспериментальной клинической медицины, Новосибирский академгородок. И вот там изготовили установки на принципах отражения тонких энергий, о которых говорил Николай Александрович Козырев. Он назвал эти установки «зеркала Козырева». Сам Козырев эти установки не изобретал, он просто исследовал отражающие способности различных материалов и влияние этих отраженных тонких энергий на жизнедеятельность биологических объектов, и не только биологических, но и других физических объектов. Николай Козырев экспериментально изучал различные свойства потока, или, как он иногда называл, ветра времени, его проникающую силу, способность отражаться от поверхностей, экранироваться, поглощаться. Изучал он и зависимость плотности времени от расстояния до его источника. Выяснилось, что различные материалы могут по-разному реагировать на потоки времени. Например, сахар хорошо поглощает их, а вот полиэтиленовая пленка, керамика толщиной 1-2 см, слой воды толщиной в несколько десятков сантиметров неплохо экранирует их действие. Изучая различные экраны, Козырев установил, что лучшими материалами для экранирования от давления или ветра времени являются сплавы алюминия. Что же касается отражения тонких энергий, то их хорошо с коэффициентом 0,5 и выше отражают некоторые виды алюминия и обычные зеркала, причем отражение происходит по законам геометрической оптики. Это очень значимый момент, поскольку он влечет за собой такую важную возможность, как фокусировка потоков времени. Казначеев изготовил несколько установок. У него были определенные задачи, поэтому установки его имели определенные параметры. С точки зрения индивидуального воздействия на человека, они были не всегда оптимальны, они потому что для других целей предназначались, и поэтому только ряд установок могли эффективно работать с человеком. Я углубился в изучение работ Николая Александровича Козырева. Через некоторое время я вышел на тематику зеркал вообще. В 90-е годы появилось несколько десятков статей моих, связанных с отражающими поверхностями, зеркалами. Они были опубликованы в различных журналах. Это «Техника молодежи», «Наука и религия», «Работница», «Свет», «Человек и природа». Они были связаны с неизвестным для науки воздействием отражающей поверхности на психику человека. Я занимался этим примерно 10 лет, и в начале 2000-х годов появилась моя книга, она так и называется «Эти загадочные зеркала. Взаимодействие человека с зеркалами» или с отражающими поверхностями. Она обобщила те исследования, которые я проводил как в историческом, так и в научном плане. В это время меня привлекли к исследованию несколько закрытых научных исследовательских учреждений, связанных тоже с воздействием на психику человека сигналов, отраженных от разных поверхностей. И в Москве, и в Санкт-Петербурге были проведены целый ряд экспериментов, которые показали, что воздействие отраженного сигнала на самом деле есть. И воздействие это происходит на разных уровнях. Мы воздействовали на биологические объекты и видели, как менялось развитие, темпы развития, как менялись другие параметры этих биологических объектов. Я сотрудничал с крупным кардиологическим центром, где были поставлены отражающие зеркала. Они использовались для реабилитации пациентов после операций, после ранений. Я увидел интересные результаты с
точки зрения физиологии. Во-первых, тогда события в Чечне было много раненых. Выздоровление происходило значительно быстрее у тех людей, которые принимали сеансы в зеркалах. Мы исследовали микроциркуляцию крови, насыщенность различными веществами. Заживление ран происходило быстрее. Люди просто просились в эти зеркала, потому что боль исчезает на какое-то время, а потом идет быстрое выздоровление. Но природа этих воздействий была непонятна. Зафиксировано было медицинскими комиссиями, приборами, что эффект существует. Несколько было научных отчетов по этим направлениям, которые просто приборно, то есть с помощью аппаратуры, с помощью статистики показывали эффект воздействия зеркальных установок на биологию и психику биологических объектов и физиологию и психику человека. Но собственной какой-то лаборатории, которая бы сделала зеркала по тем чертежам, которые я уже разработал к тому времени, у меня не было. И вот тут счастливое совпадение. На меня вышел Центр интегральных оздоровительных технологий, он тогда по-другому назывался, «Сфера». Компания начала свою деятельность как Центр оздоровительных технологий в 2000 году с акупунктурной диагностики и восточной медицины. Постепенно исследовательская база расширялась. Велись поиски альтернативных методов восстановления психофизического состояния пациентов. Была разработана методология интерпретации голографической матрицы человека. В 2009 году к ЦИОТ «Сфера» присоединяется Виталий Правдивцев, который становится научным руководителем компании и разрабатывает усовершенствованные модификации зеркал Козырева. Он возглавляет научно-исследовательскую лабораторию интегральных биоинформационных технологий, которая создается на базе компании «Сфера». В этот период проводятся эксперименты, разрабатывается техническая документация и технология безопасности применения установок, ведется разработка и сертификация квантовых голографических модулей. С 2012 по 2016 год зеркала Козырева БИК получают сертификаты соответствия, экспертные заключения. Компания проводит выездные исследования, научные конференции и семинары, идет обмен опытом с зарубежными институтами и партнерами. В 2019 году ЦИОТ «Сфера» регистрирует авторские права на квантовые голографические модули и зеркала Козырева БИК. Открываются филиалы компании в Польше, Армении, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Иркутске и Сочи. Компания получает множественные государственные награды, сертификаты и рекомендации. Уже более 15 лет Виталий Леонидович ведет совместную работу с Вероной Стасиев. Та информация или идея, которая нужна, она придет. И она имеет время, когда она должна воплотиться. Поезд легко разогнать, попробуйте его остановите. Включение естественных процессов восстановления человека. Верона Аркадьевна Стасиев, генеральный директор, основатель компании «Сфера», автор методик интерпретации результатов тестирования голографической матрицы человека, автор-разработчик квантовых голографических модулей, соавтор по технологии безопасности пространства зеркал Козырева БИК и методологии проведения сеансов, заместитель председателя комитета МТПП по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития, эксперт подкомитета МТПП по инновационным технологиям. И предложили объединить наши усилия. Дело в том, что «Сфера» занималась вопросами кристаллов, но этому центру были интересны и оздоровительные возможности зеркальных установок. Ну, я, конечно, с удовольствием согласился, тем более, что кристаллами я тоже занимался, и вот в этой книге у меня целый раздел посвящен к воздействиям кристаллов на психику человека. И мы начали сотрудничать. Это было в 2009 году. Центр «Сфера» взял на себя вопросы организации, финансового обеспечения, изготовления вот этих зеркальных установок. Их было изготовлено несколько типов, и мы начали исследования. Использовалось аппаратурно-программные комплексы, которые позволяли объективную получать информацию. Мы измерения делали до сеанса в зеркалах, после и даже во время, потому что мы, когда отрабатывали методики применения зеркал, естественно, нам нужно было знать длительность этих сеансов и расположение пациентов внутри зеркал,
наиболее эффективные. И в частности, мы замеряли не только до и после сеанса зеркал, но и во время сеанса. И появились очень интересные сведения. Вот у нас вышла такая брошюра, что происходит в зеркалах Козырева-Казначеева, где мы приводим научные данные, результат практических экспериментов, такие исследования. Исследование 9 систем функционального состояния организма. Вегетативная регуляция, биоритмы, индекс напряженности, вариабельность сердечного ритма, энергетическая пирамида ресурсы организма, геронтологическая кривая, психоэмоциональное состояние, комплексный анализ, энергетическая пирамида, оптимальные траты. Оказалось, что человек, который находится в зеркалах, вот его 9 систем, они претерпевают изменения в начале и перед сеансом и после, у них разные показатели. Причем эти 9 систем, они по-разному немножечко реагируют. Некоторые линейно изменяют свои характеристики, а некоторые волнообразно. И вот здесь эта волнообразность по множеству измерений многих пациентов и по этим системам видна стала. Видно, что адаптация физиологических систем и других параметров, она происходит волнообразно. Сначала очень быстро нарастает, потом выходит на пик, потом снижается и постепенно выходит на асимптоту, то есть к некому устойчивому состоянию, когда вот эти вот колебания прекращаются. И очень важно было понять, сколько времени находиться в зеркалах. Может быть, подольше находиться, можно пораньше. Наши партнеры, которым мы передали технологии, это в Сербии, в Белграде, они тоже изготовили зеркала, и у них были очень хорошие результаты. Мы постоянно были на связи, на скайпе и так далее. Но через некоторое время они говорят, что у нас появились жалобы, даже ухудшения. Мы начали разбираться, в чем дело. Дело в том, что мы выяснили, что где-то вот начиная с 38-й, 40-й минуты изменения в организме практически прекращаются. Происходит некое насыщение. Поэтому находиться, например, больше 40 минут особенного смысла нет, потому что ничего нового уже организм не получает. Но и вопрос, а меньше? Эксперименты, которые сделали в Сербии, у них столько желающих появилось, а зеркал мало, они решили немножечко сократить эти сеансы. И начали по 20 минут делать сеансы. И сразу же начались жалобы. Когда мы выяснили, они это все прекратили, все восстановилось. Но дело в том, что когда человек выходит из зеркал, вот по нашей статистике, вот это воздействие, которое он получил, еще продолжается около 3 суток. То есть он выходит на состояние уже стабилизации, и у него это стабильное состояние продолжается около 3 суток, и дальше организм уже переходит в это стабильное состояние сам. Зависит от условий, в которых он находится. Если человек выйдет на подъеме, то у него подъем будет продолжаться 3 суток. А если он выйдет на спаде, вот как раз на 20-й примерно минуте начинается спад, временный волна, то вот этот спад у него будет продолжаться. Вот откуда может быть ухудшение. Не у всех, но может быть такое ухудшение. И когда мы это все поняли, мы порекомендовали нашим коллегам в Сербии нашу стандартную длительность сеансов соблюдать, и все жалобы прекратились. Еще один вопрос, который очень важный, с которым мы столкнулись, это остаточная информация в зеркалах. Что происходит? Пациент, который заходит туда, попадает в поток плотного энергоинформационного поля, воздействует на функционирование его организма. И вот, получив определенную связь воздействия, человек покидает после сеанса зеркала. Вопрос: а в зеркалах остается информация после этого пациента? Оказалось, да. И мы сделали ряд экспериментов, которые подтвердили это. Пациентом была женщина с определенным комплексом заболеваний, и мы, с согласия наших, так сказать, работников, не произвели специально чистку зеркал после этой пациентки. Наш оператор зашла, тоже женщина, зашла
примерно того же возраста. Мы сделали замеры предварительно, ее состояние, вполне нормальное информационное у нее было поле. И у женщины, которая там была, вы видите большую разницу. Вот такую зеркальную установку, горизонтальную зеркальную установку, наш оператор после сеанса с этой пациенткой зашла, пробыла там минут 25 примерно, и потом ей стало невмоготу, потому что она начала чувствовать какие-то в организме неприятные какие-то ощущения появились. И она вышла. И мы сделали замеры. Выяснилась очень интересная вещь, что поле этой нашего оператора, которое было ровненькое, совпало с полем этой пациентки, со всеми ее особенностями, со всеми ее неровностями. И она почувствовала те же симптомы, что были у этой пациентки. После этого мы систему информационной чистки зеркал, это многоступенчатая система с использованием различных технологий, в том числе и технологий Николы Теслы. Мы почистили зеркала, и после этого наш оператор опять зашла туда. И вышла уже совершенно с другой картиной. Вот здесь вот видно красным, с каким она вошла. Это она повторила, так сказать, форму пациентки. И вот какая она вышла. Она уже ровная вышла. О чем это говорит? Первое. В зеркале остается информационный след от человека, который там побывал. Второе. Этот след может передаться другому человеку, если зеркало специально не почистили. Информация может передаваться. Это подтвердилось. Третье. Это зеркало почистили и опять поместили нашего оператора. Картина была снята, и у нее восстановилось нормальное яйцеобразное поле вокруг организма. То есть 3 момента. Первое. Зеркала могут запоминать информацию. Второе. Информация эта может передаться пациенту. Третье. Необходима чистка. И эта чистка, которую мы произвели, показала, что после этой чистки поле восстановилось. Это очень важные вещи. То есть это подтвердило наши теоретические и практические какие-то работы. Иногда задают вопрос, а если я никого не пускаю в зеркало, я для себя сделал зеркало и пользуюсь только им, я один. Есть ли опасность какая-то? Я могу сказать, что да, есть опасность. Дело в том, что если вы не будете информационно чистить это зеркало, то вы заходите как бы в грязное зеркало. Вот представьте себе, вы налили себе, вот по-японски, да, бочку воды, вы в ней вымылись, вы прекрасно себя чувствуете, вы вышли. А потом через день вы приходите опять в эту же воду. Она уже не чистая. А потом еще раз в одну и ту же воду. И вы можете выйти более грязным, чем заходите туда. То есть должна быть свежая вода всегда. Вот тогда мы можем говорить о целебном воздействии зеркала. В том числе и ваше старое состояние, не очень хорошее, может быть, оно осталось и будет, вам стало лучше, но вы пошли опять туда и получили это старое состояние. Вот, поэтому вопрос информационной чистки важен не только когда разные пациенты проходят через зеркала, но и когда у вас персональное зеркало, которое даже вы сами изготавливали. И это подтверждение этому очень много. Очень многие люди, которые изготавливают зеркала, нетрудно изготовить. Как правило, алюминиевые поверхности. Всегда можно сделать этот цилиндр или какую-то другую форму. И оно будет работать. Оно будет работать первое время. Потому что оно, если его не чистить, это зеркало будет накапливать в том числе и негативную информацию. Это надо иметь в виду. То есть чистка информационная нужна как при коллективном пользовании зеркалами, так и при индивидуальном пользовании. Мы обнаружили не только физиологический эффект, который мы замеряем с помощью программно-аппаратурных комплексов до и после, но и психологический эффект. Это эффекты очень странные, они связаны с измененными состояниями сознания. Частично или полное измененное состояние сознания. Во-первых, пропадает ощущение времени, или, во всяком случае, меняется масштаб времени. Несмотря на фундаментальность времени,
В физике пока нет еще детально разработанной концепции понятия «время». Имеются только операционные определения, которые указывают различные способы измерения промежутков времени. Николай Александрович Козырев. Человек, который заходит в зеркала, спрашиваем, сколько он там находился, он говорит, минут 15, 10-15. На самом деле там 40 минут находился. Но это может быть связано с состояниями изолированности, когда у человека нету сенситивных каких-то ощущений, нет звуков, нет света, нету каких-то других раздражителей. Он входит в состояние такое полумедитации. Наше сознание отмечает, как правило, новую информацию. Если нет новой информации, оно говорит, стоп, нечего записывать. А потом, когда воспроизводится это, вот эти куски, которые не записывались, они пропадают, и кажется, что их и не было. И поэтому кажется такое изменение масштаба времени. Второе, что мы связаны с временем, а Козырев занимался проблемами времени прежде всего. Несколько десятков лет Козырев посвятил экспериментам с влиянием времени на материю. Он прекрасно понимал сложность непосредственного исследования свойств времени, поэтому изучал их опосредованно, фиксируя процессы, протекающие в различных физических системах. В качестве датчиков, позволявших реагировать на изменения потоков времени, он использовал гироскопы и маятники, крутильные и вибрационные весы, тонкопленочные резисторы, кварцевые генераторы и электрические термопары. Он обнаружил, что неизвестный вид физического воздействия можно регистрировать по изменению вязкости воды и уровня ртути в термометре, по изменению момента вращения систем, по скорости химических реакций, по параметрам роста бактерий и растений. Ученый заметил, что процессы, в которых идет рост организованности, уменьшают плотность времени вблизи системы. Растущая система как бы вытягивает время из пространства вокруг себя. Так происходит при кристаллизации вещества, замерзании воды и в период роста растений. И наоборот, если система стареет, плотность времени внутри нее уменьшается, а вокруг, соответственно, увеличивается. Другими словами, умирающая система излучает времени в пространство больше, чем поглощает из него. То, что выявил и доказал Козырев, это воздействие некой энергии на жизнедеятельность человека. Он назвал это энергией времени. Эта энергия по своим качествам, которые он тоже изучал, оказалась очень похожа на ту жизненную силу, о которой говорили самые разные школы. Сила. В древности люди не сомневались, что весь мир пронизан жизненной силой. Называли ее по-разному. В Китае и Японии – ци, чи, ки. Йоги вкладывают тот же смысл в слово «прана». В индуизме и буддизме – акаша. В иудаизме – руах. В Древней Греции – телесма. В Древнем Риме – пневма. В христианстве – Святой Дух. В Древней Руси эту энергию называли благость. Оккультисты считали, что это астральный свет. Алхимики – квинтэссенция или пятый элемент. Встречаются такие названия, как витальная или жизненная сила. Гермес Трисмегист называл эту силу телесма. Судя по всему, именно эту жизненную энергию имели в виду древние философы и ученые, говоря об эфире. Этот термин использовали в разное время Пифагор, Платон и Аристотель. Клавдий Галин дал этой энергии имя пневма, от древнегреческого «дыхание», «дух» или «душа». Средневековые ученые использовали понятие «эфир». Про него писали Рене Декарт, живший в XVII веке, а позднее и Исаак Ньютон. С развитием науки начали появляться и другие термины. Франц Месмер назвал эту энергию магнетическая сила или магнетизм. Карл фон Райхенбах назвал ее адической силой или энергией Од в честь норвежского бога Одина. Майкл Фарадей исследовал атмосферный магнетизм. Эдуард Бульвер-Литтон считал, что существует разумная энергия мысли – вриль.
Дмитрий Менделеев сделал попытку химического понимания мирового эфира. А Никола Тесла проводил опыты в своей лаборатории и пытался доказать наличие эфира как особой формы материи, поддающейся использованию в технике. Тесла заявлял, что теорию эфира нельзя исключать из физики, ибо физическую материю и эфирное пространство разъединить нельзя. Для него мировой эфир – это реальная энергетическая субстанция, в которой физическая материя порождается путем резонансных процессов эфира. Вильгельм Райх назвал универсальную энергию жизни аргоном. Его современник Александр Чижевский выдвинул термин «Z-излучение». Поль Дирак предположил, что эквивалентом понятию «эфир» в современной физике может быть физический вакуум. По мнению советского астрофизика Николая Козырева, время управляет потоками энергии во Вселенной, которые питают космические тела, звезды, участвует во всех процессах, ускоряя или замедляя их. Ученый посвятил несколько десятилетий экспериментам с субстанцией, которую он назвал временем. Создавал приборы и разрабатывал методики, которые позволили ему обнаружить неожиданные свойства загадочной энергии, несущей жизнь всему во Вселенной. Альберт Вейник использовал понятие «хрональная энергия», а Пол Дэвис назвал ее «суперсила». С древних времен и до наших дней философы, естествоиспытатели, ученые и исследователи знали о наличии некой энергии, существование которой было неоспоримо, но недоказуемо доступными научными методами. Сейчас же в науке появляются новые методы, которые косвенно подтверждают наличие этой загадочной энергии. Возможно, именно сейчас мы приблизились к тому, чтобы зафиксировать эту силу с помощью приборов или аппаратно-программных комплексов, вывести ее из области предположений в мир практической науки. Исследователи Центра «Сфера», опираясь на опыт известных ученых, продолжают изучать влияние энергии и информации на живые организмы. Она дает жизненные силы, она переносит информацию, причем информация может быть связана с особенностями твоего организма. И эта информация может восстанавливать ту программу жизненную, которая была дана при рождении, и тем самым направлять организм на самоисцеление. Мы не лечим в зеркалах. Это мы сразу предупреждаем наших пациентов и так далее. Мы не лечим, потому что часто говорят, а вы лечите там онкологию или то и то. Мы не лечим. Организм лечит сам себя. Мы позволяем ему восстановить нормальную программу своего функционирования с помощью зеркал, вот этого плотного информационного потока из более тонких сфер, и организм сам начинает себя лечить. Мы помогаем просто с помощью зеркал или кристаллов, которые тоже имеют подобные возможности. Они могут помогать сознанию человека входить в особое состояние и подключаться к тонким каким-то сферам и восстанавливать свое нормальное функционирование. И еще один момент, который мы получили, связан со временем, это получение информации из другого времени. Я говорю другого, потому что, как правило, речь идет о прошлом, и многие люди получают эту информацию о прошлом себя, своей семьи там, или еще каких-то событий. Мы в зеркалах входим в определенное состояние сознания, которое позволяет получать информацию о вариантах будущего. Но и, кроме того, можем получать информацию о прошлом. Это подтверждено было не раз. Люди, которые вдруг видели свою семью, отца, мать до своего рождения, рассказывали, вот ведь я увидел их, они стояли там на берегу моря, как они одеты и так далее. Все это он написал. Потом он просил у своей матери, говорит, вы были вот так на берегу моря где-нибудь вот так вот? Да, говорит, мы были, как раз я тебя носила тогда, ты еще не родился. Но все было подтверждено, и место, и погода, и даже одежда, в которой они были одеты. Они были молодые, отец с матерью, а он был только в утробе. И вот он это увидел
со стороны в зеркалах. И это все подтвердила его мать, говорит, это было именно так. Кроме того, зеркала позволяют получать информацию об удаленных событиях. Были случаи, когда исследователи, с которыми мы работали, задавали вопрос, где находится то-то, то-то, или что находится там-то или там-то. И получали такую информацию. Это может совпасть, может не совпасть, может быть это фантазия. Наше сознание может входить в измененное состояние и получать информацию из информационного поля, где находится вся информация и о прошлом, и о настоящем, где бы оно ни находилось, и о вариантах будущего. Хотя, конечно, много зависит от самого человека, который умеет он работать или нет, со своим вниманием. И поэтому мы такой проект создали. Мы назвали его «Виртуальные сталкеры». Проект «Виртуальные сталкеры» создан в 2013 году лабораторией интегральных биоинформационных технологий, входящей в состав ЦИОТ «Сфера» в Москве. С помощью собственных разработок зеркал Козырева БИГ исследователи проводят эксперименты, связанные с получением информации исторического характера. Целью проекта, который также носит название «Виртуальные палеоэкспедиции», является получение сведений о древних высокоразвитых цивилизациях. В экспериментах используются как реальные артефакты и их фотографии, так и полевые исследования в конкретных географических местах с использованием мобильных зеркал Козырева БИГ. На данный момент к проекту подключены такие иммерсивные технологии, как VR, что позволяет сталкерам сохранять постоянный визуальный контакт с исследуемым объектом. Кроме отработки методик погружения в информационное поле исторических объектов и событий, в ЦИОТ «Сфера» исследуется воздействие технологии виртуальной реальности на физиологию и психику сталкеров, а также влияние художественных произведений на сознание человека. Проект «Палеовиртуальные экспедиции». Мы его впервые здесь реализовали. Правда, потом другие подхватили и начали говорить, что это они придумали и так далее. Были еще моменты, которые связаны с тем, что конкуренты, которые, а их очень много появилось, людей, которые сами изготавливают эти зеркала и пытаются выдать себя за первопроходцев. Мы не выдаем себя за первопроходцев. Мы говорим, что мы использовали опыт предыдущих поколений и самого Козырева, и Казначеева, и Нострадамуса, и Райха, и других ученых, Шаубергера и так далее. И на основе этого опыта мы сделали свои установки. Причем установки эти оригинальные. Мы не скрывали особенно их конструкцию, потому что эти конструкции довольно простая. Особенности были еще в том, что мы ставили специальный резонатор. Некоторые недобросовестные люди просто-напросто украли у нас и чертежи, и стали делать установки, и выдавать за свои, за то, что это они придумали. Вот. Ну, Бог им судья. Зеркала, которые изготавливают другие люди, центры и так далее, они могут отличаться от наших. А следовательно, могут отличаться и результаты, и методики, которые мы разрабатывали в расчете именно с учетом наших зеркал. Методики, которые были опробованы на сотнях людей. Мы не скрывали, они знали эти методики, знали правила и так далее. Поэтому вся эта информация утекала, да и мы на сайте своем выкладываем все это. И вот очень неприятно, конечно, что появляются люди, которые просто с наших сайтов берут информацию, выдают ее за свою, и потом перенаправляют всех людей к себе, а потом люди жалуются. Первое, что мы ставим во главу угла, это принцип «не навредить». И если мы какие-то новые разработки делаем, экспериментируем, то мы экспериментируем на себе прежде всего. И были случаи, когда мы после экспериментов на себе отказались от тех или иных усовершенствований. По поводу нашей научно-исследовательской деятельности, кое-чего мы изложили вот здесь, в этой вот брошюре. Здесь результаты и графики есть, и какие-то моменты, связанные с теми феноменами, которые мы получали.
Это вылилось не только в эту брошюру, в которой есть, конечно, не все, а многие данные, но вылилось целый ряд рекомендаций и методик, которые мы разработали. Они оказались очень важными. Как вести себя пациентам в тех или иных ситуациях, которые могут возникнуть в зеркалах. И как работать с этими зеркалами. Установки сделать несложно, сложно работать с ними. Это информационная чистка и другие моменты, которые очень важны. Иначе эти установки могут превратиться в свою противоположность. Посетив эти установки, вы получите, может быть, чьи-то чужие болезни, особенно если вы резонируете с этими болезнями. Потом будете удивляться, почему у вас появились те или иные заболевания. Вы их просто получили в установках недобросовестных наших конкурентов. Самый главный принцип – не навреди. Это наш принцип.